Привет, вы на Грибанале. Сегодня поговорим об Исаакиевском соборе, который является одним из крупнейших соборов мира. Высота его 101,5 метра, весит 300 тысяч тонн, а в основании его забито в общей сложности около 24 тысяч свай. В России это единственный Исаакиевский собор, потому что святой Исаакий Далматский – это католический святой. Это монах, который жил в IV веке нашей эры и боролся с ересями. Но дело в том, что Петр I родился в день святого Исаакия и считал его своим небесным покровителем. Самая первая Исаакиевская церковь возникла еще при Петре I. Вот на этом месте, где медный всадник. По сути, это был амбар, к которому пристроили купол. Но в этой церкви Петр I венчался в 712 году с Екатериной I. Затем вместо нее построили каменную, но из-за близости Невы она скоро стала разрушаться. Поэтому уже императрица Екатерина II решила построить новый храм на новом месте. Он должен был быть очень красивый, высокий, пятиглавый, мраморный. Но, к сожалению, достроить его она успела лишь наполовину. Она умерла, и к власти пришел ее нелюбимый сын Павел I, который все делал назло матери. И он приказал использовать мрамор с недостроенного Исаакия для создания своего замка. А этот храм достроить в кирпиче. И получился, в общем-то, такой урод. Внизу мраморный, сверху кирпичный и одноглавый. И люди про него слагали песни, общий смысл которых сводился к тому, что низ мраморный, а верх его кирпичный. И простоял он в таком виде 18 лет, пока император Александр I не решил построить новый, уже, получается, 4-й по счету Исаакиевский собор. Создавался он по проекту французского архитектора Агюста Рикара де Монферрана, который родом был действительно из Франции, но в ту пору Франция, разоренная наполеоновскими войнами, не имела возможности вести новое строительство. И, воспользовавшись тем, что император Александр I был в Париже, Монферран подошел к нему, показал альбом со своими набросками и эскизами, и Александр пригласил Монферрана в Россию. В общей сложности Исаакиевский собор создавался 40 лет. За это же время Монферран успел построить в Петербурге Александровскую колонну и дворец князя Лобанова-Ростовского, который, кстати, упоминается в «Медном всаднике» Пушкина. Там, на площади Петровой, где только дом вознесся новый. Вот он, этот новый дом, 1820 года постройки. Архитектор провел здесь большую часть своей жизни, за это время, можно сказать, стал русским. Рассказывает, что когда он обсуждал с Николаем I, кто будет расписывать собор, император доказывал, что это должны быть итальянские художники. А Монферран ему возражал, что наши русские художники сделают это гораздо лучше. Император рассмеялся и сказал: ну уж если наши русские художники лучше, то так тому и быть. Кстати, расписывали собор Федор Бруни, Карл Брюлов и другие художники. Для Брюлова эта работа стала одной из последних в России, потому что, расписывая собор в люльке под куполом на сквозняке, он простудился, заболел, уехал в Италию на лечение, через 3 года после этого скончался. Типичная история для Петербурга. И она не только про Брюлова, но и про самого Монферрана. Когда он начинал строительство собора, ему было 30 лет. Когда закончил, он был уже 70-летним старцем. На фронтоне собора он изобразил самого себя в числе святых, которые преподносят дары святому Исаакию Далматскому. Только все кланяются святому, а Монферран не кланяется и стоит с моделью Исаакиевского собора. Говорят, что об этом доложили императору Александру II, при котором храм достраивался, в день открытия освящения собора. И царь не подал архитектору руку. Тот расстроился, заболел и через месяц после освящения собора умер. Особое внимание привлекает купол и колонны собора. Купол покрыт червонным золотом. Это самый большой в мире золоченый купол. Есть 2 варианта золочения – сусальным золотом и червоным. Сусальное золото – это очень тонкий слой позолоты, буквально, можно сказать, золотая краска. От червоного золота уходило гораздо больше. Конкретно на этот купол ушло 100 килограммов золота
и 8 лет. Золочение происходило с помощью метода амальгамы. На медные пластинки наносилась смесь из золота и ртути. Затем ртуть выпаривалась, и золото прочно въедалось в медь, в результате чего золотить Исаакий пришлось лишь единожды. Даже после блокады, во время которой купол был попросту закрашен серой краской, золотить его заново не потребовалось. Ну о Петербурге часто говорят, что город построен на костях, на крови. Действительно, при золочении одного только купола Исаакия из-за паров ртути погибло 60 мастеров. Можно спросить, неужели Монферран не знал об этом? Знал, конечно, ведь этот метод известен еще с древних времен. Поэтому мастерам одевали специальные колпаки стеклянные со шлангом, через который поступал свежий воздух. Но, оказывается, пары ртути проникают в организм даже через кожу, и поэтому 60 мастеров все-таки погибли. Что касается колонн, то в общей сложности их здесь 112. На нижнем ярусе каждая колонна весит по 114 тонн. Устанавливали их при помощи специальных лесов-кабестанов. Это такие деревянные конструкции, в которые закатывали колонну в горизонтальном положении, далее поднимали и поворачивали в вертикальное положение. Каждую колонну устанавливали за 45 минут. Точно так же устанавливалась и Александровская колонна. После революции в храме разместили музей истории религии и атеизма. В центре под куполом подвесили маятник Фуко, который должен был доказывать гражданам, что Земля вертится. Ну а в 1986 году маятник сняли и под куполом разместили голубя, который был там изначально. В годы Великой Отечественной войны в соборе хранились экспонаты из наших музеев, в том числе пригородных, потому что пригороды были захвачены немцами. 2,5 года фашисты там стояли, а здесь, в центре Ленинграда, в Исаакиевском соборе, экспонаты прекрасно сохранились благодаря самоотверженности работников музея и прозорливости нашего военного командования, которое прекрасно знало, что немцы этот собор уничтожать не будут. Он прекрасно виден с Пулковских высот. В годы блокады его купол был закрашен серой краской, но тем не менее виден он немножко иногда был в хорошую погоду. Поэтому на соборе можно увидеть следы от осколков снарядов. Но больше этого он не пострадал. Наше командование прекрасно знало, что так будет, поэтому именно сюда и были отправлены многие экспонаты. Сохранились они благодаря сотрудникам музея, которые, будучи сами обессиленными, из-за голода и холода выносили музейные ценности на улицу на просушку. Ну а сейчас собор находится в совместном использовании и музея, и церкви. Здесь проходят как экскурсии, так и службы. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал. Всем пока!